Харькове никто ничего не покупает. Город стоит пустой. На улицах тишина, как в фильме. В магазинах полки пустые, и завозов никаких нет. Даже транспорт будто не ходит. Конечно, все это звучит страшно, но это неправда. Те, кто не живут здесь, иногда представляют Харьков именно таким, будто жизнь остановилась. Но на самом деле все иначе. Город живет. Здесь миллион людей, ходит транспорт, работают магазины, кафе, рынки. Более того, работают самые разные сети секонд-хендов. И вот в один из таких магазинов сегодня пришла я. Давайте посмотрим, что интересного здесь можно найти. Итак, меня зовут Татьяна. Как вы уже поняли, я живу в Харькове. Можно сказать, я настоящий шопоголик. Особенно, когда речь идет о секонд-хендах. Снимаю для вас видео из магазинов вторичного потребления. И многие пишут, что именно такие ролики помогают немного расслабиться, отвлечься от тревожных будней, от шумных дней и ночей, какие проходят у нас в городе, да и вообще в стране. Сегодня, девочки, я пришла в магазин «Мир секонд-хенда». Адрес оставлю в описании под видео. Как всегда, смотрим самые разные вещи, особенно интересные, брендовые. Ищем также винтажные. Есть подписчики, которые спрашивают об этом. А примерки я делаю на плюс сайз, потому что именно такой размер одежды у меня. Моделей у меня нет меньшего размера. И, кстати, девочки, если кто-то хочет прийти на примерку, хочет посниматься, может быть, кто-то не боится камеры, то я вас приглашаю. Можем пересечься и посмотреть вещи на вас, помериться, и тоже будете звездой Ютуба. Шучу, конечно, но вдруг кто-то захочет, пожалуйста, пишите мне. Ссылочка на телеграм-канал и на инстаграм, где мне можно написать, также есть в описании под видео, поэтому, пожалуйста, добро пожаловать ко мне на канал. А у меня размер 20-22. Надо будет снова сделать размеры приблизительные, не приблизительные, а точные в сантиметрах, чтобы точно знать, какой у меня, потому что я уже позабыла. Сегодня, девочки, на рейлингах верхняя одежда, курточки. Это свежий завоз и второй день после поступления. Как обычно, вещей больших размеров немного. В основном средние и маленькие, но мы постараемся все равно подобрать что-то интересное. Видите, да, часть рейлинга пустая, поэтому я смотрю и отбираю то, что я хочу примерить. Неожиданно приходят покупатели другие. И я думаю, как бы так сделать, чтобы никому не помешать, но и не останавливать съемку. Вы посмотрите, какую-то интересную штуку я нашла. И сейчас будет примерка, и будет что-то очень смешное и веселое. Надеюсь, вы любите шутки. Нашла пальто с узором тартан. Это не определенный цвет, а это такой классический шотландский клетчатый узор, яркий и стильный. Мне он очень понравился, как узор, так и это пальто. Но, к сожалению, размер мне мал, поэтому примерять, девочки, я его не буду. И, честно сказать, не знаю, как такая клетка сидит на плюс сайз. Возможно, если пальто было бы очень длинное, то было бы норм. Я надеюсь, что когда-нибудь найду пальто такого размера, чтобы примерить, посмотреть, как оно сядет на меня. Но это не последняя вещь с тартаном. Дальше я покажу еще одну, которую приобрела, и она очень даже суперская. А сейчас я хочу примерить пальто красное. Да, девочки, я люблю акцентные красные вещи. Ну, не только красные, у меня есть и оранжевые, видели, да, и ярко-коричневые, такие шоколадные, и зеленые, да, и синие, кстати, да. Да, видно, что это тоже не мой размерчик, потому что оно мне очень плотно облегает, хотя все застегнулось и коротенькое. Я думаю, что это на девушку ростом 1,50 м. Если у кого-то такой рост, то и нравится это пальто, то я думаю, что будет классно сидеть. И размер здесь, я думаю, что 18. Пальто очень хорошего качества и в хорошем состоянии.
А сейчас внимание на экран. Для вас еще парочка пальто, примерно 16-18 размеры. Бренд и состав ткани вам не скажу, но как они выглядят, пожалуйста. А вот в этой вещи я вначале запуталась, не могла понять, где горловина. Подумала, что вот это отверстие для рукава горловина, и у меня же здесь зеркала не было. Я смотрела только в отражении стекла, поэтому такая и туда, и сюда. Рукав один есть, для второго отверстия нет. Как это так? Ну ничего, я нашла выход и поняла, что это просто вот такая пелерина. Эта пелерина отторочена искусственным мехом, как вы видите. А стилисты утверждают, что это зимой искусственный мех на пике популярности. Чем его больше, чем он длиннее, тем ты актуальней. То есть, когда много веха на твоей одежде, и ты уже самая модная девушка на этой улице. Но вот на этой пелерине меха, конечно, не так много, как хотелось бы. Я бы добавила еще побольше, знаете, так вот, для драматичности. На следующем рейлинге с курточками я увидела несколько кожаных вариантов. Ну, как кожаных, девочки. Это всегда отдельная история. Для тех, кто не очень разбирается, то все кажется кожей. На самом деле нужно внимательно читать ярлыки, хотя бы, и знать, что искать. По-английски leather – это кожа. Если там написано что-то типа полиамид, то это никакая не кожа, да, это просто полиамид, да, или дермантин, как мы привыкли называть. Но курточки, честно скажу, очень симпатичные и в наших любимых осенних оттенках. Рядом я заметила еще два полушубка небольшого размера, опять же из искусственного меха. Один, видите, да, такой под ягуаром, другой разноцветный, даже не знаю, на какого зверя он похож. А сегодня я пришла в своем светло-сером тренче и прямых брюках. И да, уже при просмотре я заметила, что ремень я подвязала как-то не очень красиво. Поэтому не обращайте, пожалуйста, внимания. Считайте, что это такой креативный дизайнерский прием, чтобы вас повеселить. Да, я ищу новый ремень. Но я пошла дальше и нашла еще одну курточку от американского бренда Preston York. Размер девочки как раз хороший, мой. И будет сидеть свободно и удобно. Вы дальше посмотрите примерку. Я посмотрела в интернете. Вещи этого бренда встречаются в основном на сайтах вторичного потребления. На eBay, также есть на нашей шафе, на OLX. Продают то, что покупают в секонд-хенде. То есть эта одежда явно американского происхождения, и качество у нее неплохое. Такой бренд, конечно, нельзя отнести к люксу, но это такой хороший средний сегмент, носибельный, практичный, с базовыми моделями, который легко сочетать в гардеробе. Цена на eBay примерно на такие вещи $50-60. А вот еще две курточки. Одну из них я примеряла. Обе курточки очень плотные, прямо вот будто прорезиненные, поэтому они отлично держат форму и не пропускают ветер. Такие вещи, я знаю, что обычно ценят собачники. Именно в этом магазине я нахожу куртки на собачников. Так вот, пока собака гуляет, наслаждается свободой, хозяйка стоит на ветру и думает: хорошо, что куртка спасает от всех капризов погоды. Так вот, курточка мой размер. Она села хорошо, я ее примерила и осталась в восторге. Она удлиненная, стильная, практичная, прямо находка. Я вообще каждый раз восторгаюсь, когда нахожу вещи голубого оттенка. Они действительно освежают лицо, хотя это не осенние цвета. Но я люблю голубой цвет, да? Вы посмотрите, как она села. Так что, девочки, у кого такой размер, пожалуйста, в мир секонд-хенда. Говорю, как будто я тут там продавец, да? Но я не продавец, всего лишь показываю, да? Вторая курточка розовая, чуть меньшего размера, но тоже очень классная. Обе они относятся к бренду Fine Fine. А я всегда, кстати, думала, как правильно читается это название. Fine and Fine? Или, может быть, как-то иначе. А оказалось, что это Florence and Friend. Это два имени, все просто. Теперь я запомнила, и вы вместе со мной тоже запоминайте. Если я забуду, то напомните, пожалуйста, мне.
В целом я могу сказать, что такие курточки это и защита все-таки, и стиль. Девочки, а как вы относитесь к косметике секонд-хенда? Я лично очень даже положительно, потому что купить брендовую парфюмерию или хорошие крема сейчас часто просто нет возможности. Ну, они стоят баснословных денег. А вот секонд-хенд дает такой шанс. У меня даже будет отдельный выпуск про косметику, которую я покупаю. Все это впереди. Так что подписывайтесь, чтобы не потерять. Я обязательно вам покажу. А сегодня посмотрите, сколько стоят крема и средства для волос. Если вы знаете, кстати, эту косметику, напишите, что вы про нее знаете. Цены удивительные. Порылась еще в коробке с головными уборами. И нашла там две прелести. Первая – это берет. Да, я очень люблю береты, потому что, девочки, простые вязаные шапки мне не подходят. Лицо сразу становится какое-то детское, несерьезное, круглое, некрасиво. А вот берет совсем другое дело. Именно для моего лица, мне кажется, что очень красиво. Кроме того, акцентный, красивый, опять же, красный цвет. Кроме того, он состоит из чистой шерсти. А вторая вещь, которую я откопала в коробе с головными уборами и шарфиками, это шарфик, да. Шарфик от премиального бренда Barbour. Да, это, конечно, не Berber, который все знают, это другой бренд, но все равно это совсем другой уровень. Тут и стиль, и качество. Видите, да, это та самая клеточка, о которой я вам рассказывала. Здесь я нашла небольшую дырочку, но это не важно, это совершенно не важно. Этот бренд носит вообще-то королевская семья. Итак, и берет, который бренда Primark, и шарфик от Barbour сделаны из чистой шерсти. Поэтому я очень рада, и стоят они по отношению к своему качеству и производителю. Получается, что копейки. Сейчас мы с вами взвесим, и вы увидите. Поэтому я считаю, что это удачная находка и красиво и качественно. Берет мне немножко маловат, как мне кажется. Вы видели? Я его хочу немножко подрастянуть, постирав в прохладной воде с моющим. Я думаю, что будет хорошо. Всегда радуюсь, когда удается найти посуду в секонд-хенде. Сюда ее привозят не очень часто, но все-таки есть. Вот эта такая красивая тарелка в земляных мягких таких оттенках и с цветочным узором. Она произведена в Англии, и она считается винтажом. Стоит очень дорого, потому что она очень такая тяжелая. На европейских сайтах секонд-хендовских она стоит примерно 25 евро такая. Теперь проверяем полки с обувью. Сразу же бросились в глаза необычные красные сапоги на огромной платформе. Смотрите, будто они готовы уже улететь в космос вместо ракеты. А рядышком стоят серебристые сапоги, прямо вот космонавты в строю. Очень необычно и даже смешно. А вот скромненькие ботиночки такие, знаете, мы тут постоим просто в уголочке, не обращайте внимания. А это уже, смотрите, какие ботильоны на чудных каблуках. Носы у них задраны вверх, как будто, знаете, они чего-то добились и очень этим гордятся. Также еще вот беленькие туфельки, какие-то туфли или ботильоны, не знаю, тоже странная форма. Глядя на них, хочется спросить: ну что, кто вас так придумал? А вот красавцы на платформе, красивый бордово-коричневый цвет, а сама платформа будто деревянная. Смотрится оригинально и интересно. Ну, такие они, да, тяжеловатенькие, девочки. Дальше туфельки, очень маленький размерчик, 36-й. Аккуратные. Что еще сказать? Может быть, кому-то подойдут, и я думаю, что они будут вас радовать. Дальше у нас тут очень много сапожек. А ну-ка, что это такое у нас синенькое? Ага, они больше чем-то похожи на ботфорты, такие голенища длинные, акцентная змейка. Смотрится очень эффектно.
А вот еще одни, прямо меховые, как вот популярные шубы. Помните, я вам рассказывала, да? Чем больше меха, тем выше актуальность. Прямо вершина модной пирамиды. Тут я прочитала Тотес. Так, это компания, которая делает вот такие ботиночки. Как вы думаете, из чего они сделаны? Да, возможно, вы угадали. Видите, зонтик нарисован, да? Это резиновые ботиночки. Даже, наверное, никто и не догадается, что это резина. Подумают, что это просто какой-то там, не знаю, ноутбук, дермантин или еще что-то, да. Но это именно резиновые. Очень удобные. Размер, правда, большеватый, 41 для меня великоватый, но зато я думаю, что очень практичные. Также вот еще тоже обувь удобная. Думаю, что для больных ножек мягонькая и забавные тапочки в виде собачек. И, конечно же, тут целая полка с туфлями, с такими красавцами, остроносыми. Тоже тут у нас есть и бренды, и шпильки, все на любой цвет и на любой вкус, как обычно. То есть, если кому-то нужно на выпускной или на свадьбу и нужны туфельки на один раз, то можно сюда купить совсем за копеечки и покрасоваться, да, на празднике жизни. Смотрите, да, как интересно. Тут прямо такая кнопочка интересная была на платформе у бордовых туфелек. Вот такие туфли раньше я носила, именно вот такой формы. А теперь, девочки, я перехожу в отдельный зал. Там висит одежда люкс и эксклюзив. В Smart Store, да, есть люк. Нет, это же не Smart Store. Почему я так сказала? Это мир секонд-хенда. Smart Store у нас будет дальше. А сейчас хочу показать вам две шубки из шерпы. Девочки, это находка. Почему я раньше не заходила в люкс-зал? Обе моего размера, но очень уютные и такие разные по настроению, да. Это маленькие размерчики. Если кому-то надо, то идите туда, там все есть. Оно такое практически новенькое, очень хорошенькое. Цены, ну там такое. В общем, увидите сами. Тут и искусственный мех, и шерпа. Всякие разные. Тут вон какие-то кожаные ремешочки. Красота, красота, белые и бурые мишки. Итак, примерки. Черная шубка, немножко короче, но зато она стройнит. Вы посмотрите, я прям такая аж худенькая стала. Вот, смотрите. Смотрится элегантно, аккуратно и при этом очень универсально. Такая и на прогулку, и в магазин, и в гости. А бежевая, тут уже длина совсем такая миди, к макси приближается. Она подлиннее, но она и заметно объемнее. Наверное, все-таки это размер больше, чем нужно. А возможно, если со свитером, то будет даже лучше. Вот расстегнула, видите? Расстегнула, получше выглядит. В ней чувствую себя таким мягким мишкой, которому хочется улыбаться в ответ. Но при этом, знаете, несмотря на плюшевость, все-таки она, на мой взгляд, выглядит элегантно и не теряется женственность. Мне обе шубки понравились, обе хороши по-своему. А как вам такие варианты? Носите ли вы такие шубки из шерпы? У вас какая любовь? Вот к строгой вот этой и черной или к пушистой и бежевой? На этом наше путешествие, девочки, в мир секонд-хенда подошло к концу. Я благодарю вас за просмотр. Подписывайтесь, пожалуйста, чтобы не потерять, потому что я заглянула еще в соседний магазин, и там меня ждала примерка и новый обзор. Кстати, и косметика тоже, и шубки, и обувь, и еще сумки самые разные, и, кстати, много. Но это будет уже в следующем видео, наверное, завтра, в следующей серии. Так что до встречи, дорогие, в новом выпуске, и всем пока-пока, берегите себя.